Привет, друзья! Обычно я вас встречаю красивыми рассветами, а сегодня смотрите, какой туман с утра. До сих пор и не ощущалась осень в Италии, а сейчас, можно сказать, и у нас наступила настоящая осень. Хотя я не сказала бы, что у нас еще совсем холодно. Но это, конечно, смотря где вы живете. Мы живем в серединке Италии, а на севере Италии холоднее, чем у нас. Кажется, там уже снег выпал в некоторых местах. И в такой пасмурный день смотрите, что меня тут радует. Сегодня 16 ноября, и когда-то много лет назад мы с мужем познакомились 16 ноября. И вот он мне принес такую красоту. Такой нежный букетик, правда? В таких красивых пастельных цветах. Очень красивый. И в такой день я решила приготовить что-то вкусненькое. Приготовила лазанью с тыквой, жареными орехами и разными сырами. Ой, девчонки, это такая вкуснятина! Запекла ее до румяной корочки. Я ее уже несколько раз готовила, мне очень нравится этот рецепт. Посмотрите, я вам покажу и в разрезе, как она аппетитно выглядит. В этом влоге я не буду вам показывать, как я ее готовила. Если вас заинтересовал рецепт, я вам оставлю ссылочку в описании под видео. На моем кулинарном канале уже такой рецепт есть, так что переходите и посмотрите, если вам интересно. И еще Джампьеро купил вот такую вкусняшку. Угадайте, что это? Это тортик мороженое. Сейчас я вам покажу его поближе. Я многие типы мороженого не ем. Мне не нравится, когда мороженое слишком приторно-сладкое. А этот тортик мы часто покупаем. Он в меру сладкий, вкусный. Он называется Санто-Норе. На него сверху выкладывают еще пироженки с заварным кремом внутри. Сейчас я разрежу его и покажу вам. Вот смотрите, подразню вас немного. Видите виденный крем в пироженках? И вот так мы чисто символически отпраздновали нашу дату. И потом я решила поехать за город к моей сестре. Что-то мне больше ничего не хотелось делать в этот день. Смотрите, какие у меня под домом липы. Еще такие с желтыми листочками красивые. О, видите, листочек падает. И я уже приехала к моей сестре. Смотрите, у нас еще тут на огороде капусточка растет. Все-таки у нас еще тепло в Италии. Мы еще урожай с огорода собираем. Сейчас я вам покажу, что у нас тут есть. Смотрите, они фенхель посадили. Уже крупный, уже можно собирать. Я часто из него делаю разные салаты. Очень вкусные получаются. Видите, сколько его? А веточки у него похожи на веточки укропа. И еще радикию посадили. Радикию – это разновидность цикория. Из него тоже очень вкусные салаты получаются. В нем присутствует легкая горчинка, и с апельсинами очень вкусный салат. Лучка зеленого смотрите сколько. Потом сорву себе несколько штук. Даже фиолетовую капусту посадили. Но еще она должна сформироваться, качанчики маленькие, видите? Надеюсь, холод резко не настанет и не подморозит нам все. А это цветная капуста. Кусты, смотрите, какие красивые, но качанчиков пока еще нет. Еще должны сформироваться. Руккола какая красивая, но это крупнолистовая. Обязательно соберу пучок рукколы, мы с Вадиком ее обожаем. Смотрите, листочки еще какие красивые, зеленые. Сейчас сразу и соберу ее с вами. Напишите мне, вы любите, когда я и во влогах показываю рецепты. С рукколой получается вкуснейший салат с пшеницей. Вадик так любит, когда я ему готовлю на работу. Все-таки с тех пор, как я живу в Италии, я многому научилась у них. И на этот салат я вам оставлю ссылочку в описании, если захотите, посмотрите. Смотрите, я сколько нарвала уже. И кто тут ко мне идет? Пикси, девочка, иди сюда к Наташе. Такая хорошая девочка. А? Ты тоже любишь гостей, да? Иди сюда. Стой, ну стой, я тебя поглажу. Да? Пикси, Пикси, посмотри сюда. Посмотри сюда. Кто у нас такая красотка? Ну кто у нас тут такая красотка? А? Девочка. Хорошая девочка. Сейчас и несколько лучков сорву зеленых. Так хорошо, когда есть где собрать.
Девчонки, напишите, а вы откуда меня смотрите? Мне родственники прислали фотки, что в Москве уже снег пошел. Интересно, у вас какая погода? Видите, мы в Италии еще в огороде урожай собираем. Классно. О, мамин петушок поет. А сейчас вместо укропа соберу веточки фенхеля. Вы знаете, девчонки, укроп в Италии не продают. За столько лет, сколько я здесь живу, никогда не видела, чтобы укроп продавали. Девчонки, кстати, 2 декабря в этом году исполнится 25 лет, как я живу в Италии. Так быстро пролетело время, даже самой не верится. Вадику было 2 годика, когда мы приехали в Италию. А пойдемте я вам покажу, осталось несколько гранат на дереве. Смотрите. Они от дождей потрескались уже. Сейчас я его сорву и съем. Участок у Анжелки большой, и смотрите, между деревьями орешек, что мы нашли. Грибы. Я не знаю, как они называются по-русски, но по-итальянски их называют фамильола. Смотрите, какой крупненький, красивый. Сейчас я и грибы соберу. И я в грибах не очень-то разбираюсь, но у меня муж разбирается. А кто из вас разбирается, напишите мне по-русски, как называются эти грибы. Знаете, как итальянцы их готовят? Они их проваривают, потом соль, перчик и обваливают в муке и выкладывают в противень и в духовку. И получаются запеченные грибочки, такие хрустящие, очень вкусные. Я часто так готовлю, меня муж научил. Вот сколько всего домой принесем и что-нибудь еще из грибов приготовим. Если вам не трудно, напишите, как вы их готовите. А смотрите на это деревце, какие у него красивые оранжевые листочки. Это дерево хурмы. Они посадили в этом году 2 дерева, 2 разных сорта. Это ванильный сорт. А тут они уже лимоны накрыли на всякий случай, вдруг заморозки придут. А еще пойдемте вместе со мной в зимний рай. Угадайте, что это за место. Сейчас мы спустимся по лесенке. Смотрите, здесь еще лучок и чесночок сушится. Лодка нашего рыбака. Сережа часто ездит на рыбалку, это его хобби. Это нельзя назвать погребом, это как кладовая комната с обратной стороны дома. Смотрите, сколько здесь закаточек. Как вкусно. Обычно итальянцы не закатывают, но еще те, которые из старого поколения, могут что-то приготовить. Оливки, помидорный сок, варенье. Но закатки, как у нас, они не делают. А тут у нас кабачковая икра разных видов. Это, конечно, труд моей мамы и моей сестры, умнички. Давайте я вам немного покажу. Здесь у нас огурчики соленые. Все, что вы видите, они закатывали со своего огорода. Ничего купленного здесь нет. А это кабачки маринованные. Видите, сколько баночек? И еще сколько. Кабачков было так много в этом году, уже не знали, куда их девать. И здесь какие-то овощные смеси, баклажанчики. И баклажанов в этом году тоже было много. Мама их сделала в разном виде. И немного закаток тоже возьму домой. А здесь у нас разные виды повидла и варенья. Это то, что они закатывали у Анжелки, а еще мама много разного варенья и дома закатывала. А здесь овощные салатики, такие яркие, аппетитные. Таких они много закатали. Такую баночку тоже возьму домой. Мой муж так не привык к закаткам, что он даже их не стремится пробовать. А здесь маринованные помидорчики, это самые вкусные. Вы даже не представляете, мой муж, когда увидел маринованные и соленые помидоры, он так посмотрел на меня странным взглядом. Типа, это что еще такое? Он даже их пробовать не захотел, а я их так люблю с картошечкой. А это урожай этого года лесных орешков Анжелкиных. Вкусные, запечь в духовке, объедение. А у кого там из вас снег идет? У нас тут еще цветы цветут вовсю. Смотрите, какие красивые у нее хризантемы. Девчонки, не знаю, если вы знаете, что хризантемы в Италии не дарят как букет цветов. Эти цветы в Италии считаются символом траура и печали. Их носят только на кладбище. В основном на поминальный день их покупают и относят на кладбище. Так что не вздумайте никогда дарить итальянцам хризантемы. Они вас неправильно поймут. Смотрите, это какой сорт. Такие набитые цветочки, красивые. А Анжелке, наоборот, всегда нравились эти цветы. Она взяла, посадила разных цветов и разных сортов. Смотрите, какой цвет красивый.
А эти какие красивые, больше бронзовый, камера неправильно передает этот цвет. А эти яркие. В общем, здесь, как всегда, как в ботаническом саду. А этот зеленый кустарник называется бураджине. Это съедобный кустарник. Эти листочки собирают, выкладывают анчоусы, заворачивают их в трубочку и жарят в кляре. Некоторые еще, кроме анчоусов, добавляют кусочек моцареллы внутрь. Я даже больше вам скажу, большинство итальянцев готовят это блюдо к рождественскому столу. Да что хризантемы, у нас еще лаванда цветет. Я даже пару клубничек нашла на огороде и съела. Представляете? Кстати, осень в Италии длится до 20 декабря. У итальянцев зима начинается только 21 декабря. Для меня это так непривычно. Я привыкла, что у нас зима начинается 1 декабря. И деревья начинают желтеть намного позже в Италии. Боже, девчонки, посмотрите на эти краски. У нас только сейчас, можно сказать, настоящая осень. Какая красота! Хотя новогодний декор продают уже с октября месяца в магазинах. И я уже дома, и, конечно, как я могла не собрать букетик цветов у сестры. Выбрала разных цветов, и получился красивый яркий букетик. И пусть меня радует и этот букетик. Обожаю, когда дома живые цветы есть. А когда нет цветов, я собираю разные веточки и создаю просто композиции красивые. Смотрите, сколько грибов мы собрали. И я уже отрезала все ножки. У этих грибов ножки твердые, их обычно не едят. Сегодня я их только отварю и оставлю в холодной воде в холодильнике, а завтра приготовлю картофельную запеканку с грибами. Я уже монтирую для вас такой рецепт с шампиньонами и выпущу на днях этот рецепт на моем втором канале. Так что переходите и подписывайтесь. Я выпускаю и много итальянских рецептов. А сейчас я займусь фаршированными яйцами. Я тут экспериментирую с начинками, готовлю видео к Новому году и заодно приготовлю к ужину. И еще мы заказали пиццу, и сегодняшний день закончим вкусным ужином. Я приготовила 4 разные начинки. Смотрите, какие красивые пастельные цвета получились. Так элегантно выглядят. Сегодня я украшу просто зеленью. Но к Новому году у меня уже есть задумка, как их красиво украсить. Так что ждите следующих выпусков. И тут Вадим пришел с горячей пиццей. Сейчас я вам быстренько покажу, и потом пойдем ужинать, пока она горячая. Мы тут заказали несколько вкусов. Джампьеру себе заказал пиццу Маргариту. Это, как вы все знаете, с томатным соусом и моцареллой. Я себе заказала с кабачками и цветочками кабачка и моцареллой. А Вадик взял себе с грибами и купатами и с картофелем и моцареллой. Так что я побежала есть. А на следующий день мы съездили за продуктами, кое-что у нас позаканчивалось, и давайте я вам покажу и озвучу цены, кому интересно, сколько стоят продукты в Италии. Но сразу скажу, цены разные, мы уже знаем, в каких магазинах дешевле. Я вам оставлю, как всегда, название магазинов, где дешевле закупаться. Вдруг для кого-то это будет актуально. Взяли 4 литра молока, это молоко стоит 1 евро и 30 центов. Взяла себе пачечку заменителя сахара, это стевия. Там 40 маленьких пакетиков, и стоила она 1 евро. Сейчас я вам покажу пакетики маленькие. Видите, вот такие пакетики. Утром я добавляю ложечку сахара в капучино, но если мне хочется чего-нибудь вечером, тогда я добавляю стевию. Еще взяла 4 килограмма муки, сейчас я пеку очень часто. И каждая пачечка 50 центов. Еще взяли 2 пачки тостового хлеба, 330 грамм стоит 60 центов. Еще взяли 2 пачечки лапши по 250 грамм, каждая пачечка 99 центов. Еще взяли разных макарон, вот такая маленькая пачечка на полкило стоит 59 центов. А вот эти пачки по килограмму 95 центов. Взяли разных форматов, видите? 2 баночки белой фасоли, я из нее часто делаю салаты, 50 центов за баночку. Вот такие консервированные грибы, уже нарезанные, такие классные, 99 центов за баночку.
5 баночек тунца, но тунец был по скидке, евро 40 за баночку. Обычно этот тунец стоит дороже, здесь 160 грамм. Пачечку крупных яиц, здесь 6 штук, и стоит 1 евро и 70 центов. Еще майонеза, 500 грамм баночка стоит евро и 80 центов. Баночка черных маслин без косточек стоит 99 центов. Вот такой микс маринованных овощей стоит евро и 20 центов. Здесь 565 грамм. Дальше баночка консервированной кукурузы, здесь 340 грамм, стоит 80 центов. Взяли еще маринованных огурчиков. Здесь 670 грамм. И стоят они евро и 30 центов. Еще взяли 2 баночки консервированных помидор. Здесь 2 баночки по 800 грамм. И баночка стоит 1 евро и 10 центов. И здесь немного вкусняшек. Вот такое печенье из овсяных хлопьев и шоколада. Стоит евро 60, и здесь 425 грамм. Вот такое печенье 240 грамм стоит евро и 40 центов. Вот такую пачку вафелек со вкусом какао. 240 грамм стоит евро и 15 центов. Вот такое печенье, которое дома у меня должно быть всегда, стоит 1 евро и 45 центов, здесь полкило. Я люблю часто что-то намазать сверху. Я больше люблю это простое печенье, чем все остальное. Пачечку жареной кукурузы солененькой, 250 грамм, стоит 1 евро. Взяла одну авокадо, штучка стоит 2 евро. Взяла пачечку бризаулы, это говяжья нарезка, 80 грамм стоит 2,90. Пачечка копченого лосося, 100 грамм, 3,40. Если я не ошибаюсь, он был по скидке. Пачечка сливочного масла на 250 грамм стоила 2,65. Еще взяла пачечку крабовых палочек, пачечка на 200 грамм стоит 1 евро и 50 центов. Еще взяли упаковку моцареллы, здесь 4 штуки по 125 грамм и стоит 3 евро и 50 центов. Еще взяли творожного сыра 2 пачечки, 200 грамм стоит 1 евро. Вот такой вид пшеницы, по-итальянски называется фаро перлато. Из этой пшеницы я делаю салат с рукколой Вадику. Еще упаковочку чечевицы, здесь 500 грамм и стоит она 1 евро и 10 центов. Вы знаете, по традиции все итальянцы готовят ее к Новому году. Это у них считается к прибыли. Как-нибудь я вам покажу, как они ее готовят. И еще я как-нибудь покажу вам, как итальянцы готовят супчик из нее. Почему-то итальянцы больше используют эту темную чечевицу, чем обычную оранжевую. И вот такая закупка у нас была сегодня. Как вы понимаете, мы потратили больше, чем 35 евро. И сегодня было предложение, можно было добавить 1 евро и давали вот такой салатник. Но его еще можно использовать как форму для выпекания. Ну и, конечно же, я взяла. Тем более мне понравилось, что он белого цвета, без всяких рисунков. Видите, он выдерживает температуру до 250 градусов. Симпатичный, правда? В магазинах он как минимум 5 евро стоит. Я так люблю белую и стеклянную посуду на кухне. Тем более я и вам рецепты разные показываю. А теперь давайте покажу вам, какие закаточки мама мне дала. Смотрите, сколько баночек. Взяла баночку овощного салата, пусть будет, и баночку кабачковой икры. Такого красивого цвета она у нее получилась. Еще баночку кабачков с чесночком, с морковкой. А это крупная баночка. Мама закатывала сливу в сиропе. Она выкладывала целые половинки, должно быть вкусно. Можно будет и пирог какой-нибудь испечь. И тоже красивого цвета получилось, правда? А эти малютки, яблочки кусочками. Мне так нравятся сами баночки, такие симпатичные. Так аппетитно выглядит. Мама дала мне 2 такие. А это сливовое варенье. Тоже люблю его. Я больше люблю варенье немного кисло-сладкие. Я часто из него пеку кростаты. Кростаты – это итальянский песочный пирог.
У меня на канале уже много рецептов разных пирогов, и с разными начинками, и с творожными есть, так что заглядывайте. А эта баночка айва кусочками. Тоже красивый такой цвет получился. Спасибо маме, будет у меня немного запасов. И тут я уже приготовила картофельную запеканочку с грибами. Сейчас только отправлю в духовку. Будет вкусно. Не пропустите это видео, я на днях его выпущу. Я уверяю вам, стоит его посмотреть. Но как только я его выпущу, я оставлю ссылочку и под этим влогом. Девчата, посмотрите, как она выглядит аппетитно. Это просто вкуснятина. Если вам понравился мой влог, ставьте пальчики вверх. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вам интересна жизнь в Италии, традиции, рецепты, прогулки, ну и сама атмосфера Италии. Так что я жду вас в следующих влогах. До скорой встречи!